Всем привет, друзья! Вы на канале Аниматор, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы разберем очередной способ фарма в Royal Quest. А если ты тут впервые и тема тебе интересна, то обрати внимание, что на канале есть отдельная рубрика «Фарм», где мы тестируем разные локации, карты и даже мобов. Поэтому обязательно подпишись, чтобы ничего не пропустить. А сегодня по многочисленным просьбам будет разбор фарма на низких уровнях, по факту буквально с первого уровня персонажа. Это сбор льна. Конечно же, способ не новый, очень многим он знаком, но сегодня проведем часовой фарм-тест и посмотрим, сколько по факту получится на этом заработать. Тем более для совсем уж новых игроков информация точно будет не лишней. Сам фарм заключается в сборе ресурсов, а именно всех растений, травы, грибов, мха и так далее. Когда ты их собираешь, помимо обычного лута, ты можешь получить до 3 штук льна. И именно на нем можно неплохо так заработать. Дело в том, что лен — это ресурс, который используется в крафте во всех без исключения предметов одежды. А если учесть то, что весь слотовый северный шмот можно получить только путем крафта, то это обеспечивает высочайшую ликвидность данного ресурса. Покупать его будут всегда. Для примера, чтобы собрать один доспех на 65 уровень, потребуется 165 льна. На всего персонажа уйдет больше 1000, а если сюда добавить твинков и сменный шмот, то на дистанции получается постоянная востребованность, казалось бы, в самом базовом ресурсе в игре. Цена на него на разных серверах, конечно, разная, но в среднем колеблется от 1 до 1500 за штуку. Найти лен можно на всех крупных локациях, но сегодня для теста я выбрал персонажа 18 уровня и локацию Элгар. Почему именно ее? Потому что это одна из основных стартовых локаций в игре, и фарм тут доступен буквально с любого уровня. Кроме этого, здесь есть квест на сбор пеньковой травы, с которой тоже падает лен, а поскольку локация для новичков, квест постарались сделать комфортным и чтобы всем хватило, поэтому пеньковой травы добавили чуть больше, чем в других локациях, то есть ее тут реально много и лен собирать прям сильно проще. Кроме этого, не стоит забывать и про обычный лут, который ты получаешь при сборе. Например, сама пеньковая трава идет на квест 10 уровня и используется при крафте сапогов путешественника. На рынке можно выставить за 150-200 монет, но нужно быть готовым, что продаваться будет долго. Белый гриб нужен для 3 квестов, один из которых ивентовый, Мистерия Кардигана. Вне события его цена варьируется в районе 3к за штуку. При старте мистерии ценник взлетает прям в несколько раз, поэтому собираем их обязательно. С рынка уходит уже гораздо бодрее. Цветы травы G нужны для 2 квестов на 20 и 34 уровне. Цена на рынке обычно в районе 700 голды плюс-минус. Зеленая трава нужна для 3 квестов, один из которых ежедневный, поэтому тоже имеет смысл поставить на рынок, хотя цена очень небольшая, в среднем 100 голды за одну штучку. И хмель нужен для 2 квестов на 15 уровне, на рынок можно поставить монет за 300, но уходить будет прям туговато. Кроме растений, также не забывай собирать и всю руду, она тоже идет для всего крафта в игре и продается очень неплохо. Теперь давай посмотрим, что удалось собрать за 1 час. Обычного недорогого лута вышло примерно на 50к голды. 33 белого гриба по 3к за штуку, это почти 100к. И льна собрано 431 штука, в среднем это 430 тысяч голды. Итого за 1 час сбора ресурсов на 18 уровне я заработал почти 600 тысяч золота. Это супер эффективно, если учесть, что фармишь ты просто нулевым персонажем. Да, собирать траву — это не самое увлекательное занятие, но его легко можно разбавить квестами. Нужно слить 10 лесных шаманов, пожалуйста, идешь их бить, а по пути собираешь ресурсы, и не скучно, и качаешься, и фармишь. Растения есть на всех общих локациях, кроме некоторых подземелий, поэтому сбором можно заниматься вообще на всех уровнях. А если любишь фармить болото, то растения там вообще на каждом углу устанешь собирать. Сразу на ум приходит специализация травник, при прокачке которой увеличивается скорость сбора, и с некоторым шансом можно получить не 3, а 5 льна с куста. Но это такое, мечты. А на этом все. Если видео понравилось, обязательно поставь палец вверх и подпишись на канал. Удачи в игре. Пока.